Здравствуйте, друзья! Многих ребят с небольшим тренировочным стажем и тренировочным опытом интересует вопрос нижней части груди, ее подрезка, рельеф, так как она является самой большой у человека. И нам эти вопросы задают часто. Сегодня мы представим, на наш взгляд, топ-6 самых лучших упражнений именно для начинающих, для ребят с небольшим опытом, которые помогут вам решить этот вопрос и сделать вашу грудь подрезанную, красивую и в то же время мощную и сильную. Первое упражнение нашего сегодняшнего топа для подрезки для нижней части груди – это сведение в кроссовере. Казалось бы, это не база, да, но, повторюсь, для новичков, для начала тренировки, хороший налив, безопасный памп и хорошая растяжка – это будет предпосылка к дальнейшему силовому тренингу. Еще, друзья, небольшой совет. Не зацикливайтесь на одном и том же уровне подъема роликов. Как показывает Андрей, его можно менять от тренировки к тренировке. Все равно будет работа сверху вниз. Единственное, не будет привыкания. То есть мышца будет постоянно положительным стрессом реагировать. И смотрите по положению корпуса относительно блоков. Чем блоки ниже, тем корпус больше вперед. Передние точки напряжения не сбавляем, легкое расстояние. И растяжку даем не от плеча, а от грудных. Вот сколько вам позволяет грудная вдох сделать, столько и растягиваем, не переводя болезненность работы на плечевой сустав. Второе место в топе для проработки низа грудных – это жим в машине Смита. Да-да, именно в машине Смита под обратным углом. Почему он? Да потому что он безопаснее, чем жим со штангой. Мягкая работа, машина Смита с противовесом. Четко выставляете скамеечку. Да, это долго, это может быть не всем нравится, немножко надо не лениться. Но работа очень безопасная. И как показывает именно наш опыт, многим новичкам она нравится, она заходит именно в удовольствие. После предыдущего упражнения именно этим жимом вы можете безопасно, хорошо налить, опять же, в начале тренировки или где-то вставить в другой момент тренировочного процесса, весь низ груди. Еще это будет зависеть, конечно же, от наклона скамьи. Тут будьте аккуратны, кто может бояться за свое давление, то регулируйте не сильно большим. Кто может себе позволить, можно менять, как и в кроссовере, разные углы, больше-меньше, также 12-15 повторений. Третье место в нашем топе – жим гантелей под обратным углом. Одно из самых любимых наших упражнений, но третье место, потому что оно немножечко сложновато. Да, здесь меньше вес, чем со штангой, но здесь самая большая амплитуда, обратите внимание, и середина, и низ, практически вся грудь участвует в работе. Но, как мы уже говорим, начинающим веса большие брать не стоит, повторений от 12 и дальше, слишком не разбрасываем гантели. И слишком близко не сводим. Постоянно сохраняем напряжение. Отличный результат для массонабора и увеличения силы. Упражнение жим штанги под обратным углом. Да, мы его поставили аж на 4-е место. Мы от него полностью не отказываемся, но начинающим не рекомендуем делать его ни первым, ни вторым упражнением. Минимум третьим. Хват берем средний, не широкий. Это позволит увеличить амплитуду и при относительно небольшом весе использовать все преимущество именно этого упражнения жима штанги под обратным углом. Даст хороший налив, силу и, как я уже сказал, вес небольшой, достаточно безопасно и для головы, и для плечевых суставов. Пятое упражнение – это, конечно же, грудь-машина. Единственное, обращаю ваше внимание, что Андрей сел немножечко выше, чем горизонталь, что позволяет именно прорисовать и дать акцент на нижнюю часть груди. Хотя здесь это не будет изолировано нижняя. Здесь хорошо цепляется и середина, и низ, вся грудь, так как трицепс не работает. Подтверждаю. Обращаю ваше внимание на Андрея майку.
Она посвящена всем тем, кто обожал его американские штаны. Он их специально порезал, специально перешил в майку. Поэтому, кому нравится, можете матюкаться и писать дальше. Это especially for you, my dear. Также грудь машины, естественно, подходит и понятно всем начинающим. Может также подойти как и мужчинам, так и женщинам. То есть упражнение во всех смыслах, во всех отношениях подходит в наш топ. Последнее упражнение в сегодняшнем хит-параде упражнений – это разводка. Обратите внимание, сейчас вам Дима покажет на угол. Да, он обратный угол, но мы его не делаем слишком большим, потому что начинающим это будет тяжело. Висеть, именно вырисовывать такой длинный рычаг, делать его правильно, не повредив при этом плечо. Поэтому точно так, как и жим штанги, выполняем его далеко не первым, а где-то в конце тренировки, когда грудь налита, плечи разогреты, вес небольшой. Вот, смотрите, как Андрей хорошо дышит, вдох, выдох. И если вы хорошо отработали тренировку груди, то в конце именно кайфанете от того, что растягиваете его. Класс. Изоляция. Не всем, конечно, подойдет для начинающих, но пробовать потихонечку стоит. Добавлю от себя, но я держу так, потому что мне неудобно, я маленький, я не касаюсь пола, я не достаю. Да, можно использовать внизу под ноги платформу, степ-платформу для аэробики. Таким образом избежать прогибов в поясничном отделе. И вот смотрите на мою грудь. Друзья, брусья. Почему мы сегодня не включили их в топ наших упражнений? Потому что, опять же, как показывает практика Андрея, моя, Димы, не только, а вообще все наши наблюдения, то для начинающих именно сконцентрироваться именно на нижней части груди, на внешней, начинающим очень тяжело. Да, упражнение для груди бомба, если рассматривать его в комплексе вообще грудных мышц. Но пытаться именно новичку, человеку с небольшим тренировочным стажем, выделить не из грудных здесь будет крайне сложно, а может даже и опасно. Человек, пытаясь сделать ту работу, которую он не осознает на раннем этапе своего, так сказать, развития, может себе плечо повредить, ну, либо получить не тот эффект. То есть, в общем, да, для груди брусья, да, бомба, исключать их ни в коем случае нельзя, но об этом мы уже говорили в ранних выпусках. Но именно для новичков, именно для низа, для проработки мы бы не рисковали его вам давать. Читайте о новинках в описании. Да. Присылайте ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, фидбэк, обратная связь. Все приветствуется. Благодарим вас за внимание. До новых встреч. И читайте о новинках в описании.